Друзья, приветствую вас! Это воскресный обзор. Поступил вопрос от подписчика прокомментировать одну очень интересную статью. Нет, она не на Блумберге и не на других западных информационных финансовых ресурсах, и даже не на Финансе и не на РБК. Ну вот, в общем-то, и сама статья. Байден готовит России невиданные санкции. Эксперты оценили последствия. Ну вот вы видите название ресурса, на котором эта статья размещена. Давайте немножко поговорим вообще в принципе о санкциях. Какие санкции могут быть введены, что они будут означать и вообще насколько вероятность введения различного вида санкций для того, чтобы как-то точки над «и» расставить насчет подобных публикаций. Ну вот в данном издании сразу хотел обратить внимание, что вот статья экономическая, и тут же предлагается вот такую интересную статью прочитать. Видимо, она входит по каким-то критериям в зону интереса, связанных с экономикой, санкциями и вообще с тем кругом материала, который здесь публикуется. Давайте вот начнем с первой страшилки. Это угроза отключения от свифта. Что такое SWIFT? SWIFT — это международная система, созданная Соединенными Штатами для проведения расчетов в долларах США. Давайте вот с вами реально посмотрим на вещи. Вот там абстрагируясь от того, может быть, не может быть. Если Соединенные Штаты отключают Россию от свифта, что они получают? Выпадает целый сегмент, достаточно большой сегмент платежей в долларах США. То есть в мире, получается, падает часть спроса на доллары США. Получается, доллары Соединенных Штатов, которые печатаются, они не нужны, на них спрос падает. Вот давайте с точки зрения здравого смысла, отбрасывая там всякие эти страшилки и комментарии, подумаем, надо ли Соединенным Штатам предпринимать подобный шаг. Я думаю, с точки зрения элементарной экономической целесообразности, Соединенным Штатам не нужно вообще в принципе отключать Россию от свифта, потому что подобное отключение — это все равно, что самострелу в ногу. То есть вот у тебя была система, она работала, она тебе позволяет доллары размещать. Ты доллары печатаешь, эти доллары у тебя кто-то забирает, и они циркулируют. И тем самым подобную вещь делая, соответственно, Соединенные Штаты, они уменьшают спрос на свой доллар. Надо ли им это делать? Я думаю, что нет. Я думаю, что вот эта мера, о которой там постоянно кричат, там сенаторы отдельные американские, они тоже это предлагают, давайте Россию отключим от свифта. Но надо понимать, что это политика. Здесь постоянно надо какие-то страшилки доставать, там достал новый артефакт, всем показал. Посмотрите, какое пугало Кощей Бессмертный. На самом деле, конечно, они этого делать просто не будут, потому что это нанесет ущерб спросу на американский доллар. И вот мера, если это действительно мера будет введена, то следующий шаг, который здесь возникает, это прямая война. То есть без угрозы прямого военного конфликта вот эта мера, я думаю, она практически невозможна. Конечно, мир течет, все меняется, могут быть разные обстоятельства, разные случаи. Например, в марте этого года мы получили кризис ликвидности, и падало в цене абсолютно все. Но если рассматривать классическую нормальную систему, вот это действие, оно практически невозможно. Оно возможно только в случае прямого военного столкновения, которое грядет. Во всех остальных случаях оно практически крайне маловероятно. Кто-то приводит здесь в качестве примера Иран, что вот Ирану отключили SWIFT. Но давайте посмотрим здраво, что такое экономика Ирана и что такое экономика России и доля Ирана на мировом рынке платежей и России. Да, Иран — это достаточно большая страна, население порядка 80 миллионов. Там у нее экономика в принципе достаточно развитая. Но тем не менее, то есть отключение Ирана несопоставимо нанесет ущерб печати американскому доллару, его спрос по сравнению с Россией. Если они выводят отсюда Россию, то это будет для Соединенных Штатов крайне чувствительным и серьезным ударом. Поэтому я считаю, такая мера, она крайне маловероятна и маловозможна.
Рядовые обладатели пластиковых карт Visa и Master, имитированных попавшими под ограничение банки, могут также столкнуться с проблемой по переводу средств за рубеж. Да, это чистая правда. В том случае, если не отключают даже SWIFT, а просто какой-то банк попадает под санкции, то тот пользователь, который использует карты этого банка, он вполне может столкнуться с проблемами в части платежей через Visa, MasterCard и через другие мировые платежные системы. Вот это чистая правда. Но для этого SWIFT не обязательно отключать. Но на самом деле вот эта угроза с 2014 года, она только на бумаге существует и в умах. Реально такой угрозы, с моей точки зрения, ее нету. То есть она есть и она будет в том случае, если будет где-то рядом болтаться военное столкновение между двумя странами. Тогда, конечно, SWIFT отключат вообще без разговора. И никто даже не будет говорить. Но до того момента, пока нет угрозы прямого военного столкновения, я думаю, крайне маловероятно подобное действие. И все вот эти рассуждения, причем с обеих сторон, и со стороны Соединенных Штатов, и вот здесь со стороны так называемых экспертов, это не более чем спекуляции и нагнетание обстановки для каких-то определенных целей. Так, друзья, ну давайте, наверное, от SWIFT отключимся. Я думаю, ситуация будет следующим образом развиваться. Вот когда произойдет инаугурация Байдена, то здесь, во-первых, максимально врубят санкции против Северного потока и тех компаний, которые строят, потому что, как ни крути, американцам хочется самим продавать сжиженный газ. Такова объективная реальность, что тот, у кого есть ресурс, есть возможности, он пытается создать препоны для всех остальных. Вопрос только, чем это заканчивается и к чему это в конечном счете приведет так называемого сильного игрока. Далеко не всегда подобные вещи они приводили к победе, успеху и процветанию. Чаще они в конечном счете как бумеранг возвращались. Так, далее. Следующая страшилка, вот я не помню, она может быть здесь в этой статье волшебно есть, может быть человек писал мне по почте относительно ограничения или полного запрета покупки российского нефтяного газового сырья. Но такое в принципе тоже возможно, и эта страшилка, она более дееспособная, чем отключение от SWIFT. Могут ли Соединенные Штаты запретить покупать или ограничить покупку российской нефти и газа? Вот эта угроза, она с моей точки зрения значительно более реальна, нежели чем отключение SWIFT. Такое действительно может произойти. Но давайте с вами подумаем, в какой ситуации может произойти запрет или введение ограничений на покупку-продажу российских энергоносителей. Это произойдет в том случае, когда Соединенным Штатам это будет выгодно. В какой ситуации Соединенным Штатам будет выгодно вводить такие ограничительные меры? Ну, это, конечно же, если упадут цены на нефть и газ, и сами американские нефти и газодобытчики окажутся в затруднительной ситуации. В этом случае им надо будет выводить из игры какого-то сильного игрока, который поставляет достаточно ощутимый объем на рынок. И в данной ситуации введение подобных санкций, частично или полных, но полных это вряд ли, а частичных вполне может быть. Оно вполне вероятно. И поэтому вот эти как раз санкции, они могут быть реализованы, но я думаю, это произойдет только в том случае, если мы получаем новое дно и падение цен на нефть и газ. В этой ситуации вполне возможно, что Соединенные Штаты под каким-то предлогом или соусом ведут ограничения на покупку российского нефти и газа. Далее, то, что касается ограничений на покупку российского долга. Ну, это вполне может быть, и такие санкции уже вводили или пытались вводить на предмет приобретения нового российского госдолга. Но с моей точки зрения эти санкции, они малоэффективны, потому что здесь от покупки российского долга в большей степени выигрывают как раз западные инвесторы и спекулянты. И поэтому вот эта санкция, она даже если будет вводиться, она скорее будет более негативна для Запада, чем для России. Потому что на текущий момент такой потребности в продаже госдолга западным структурам у Российской Федерации особо нет. Так, ну и следующие санкции, это персональные санкции. Вот здесь почему-то, по-моему, про них не написано. Я думаю, как раз
вот наиболее вероятно то, что Соединенные Штаты будут вводить в 2021 году после инаугурации Байдена в январе месяце, это будут именно персональные санкции против каких-то конкретных лиц российских. И, конечно же, санкции против Северного потока-2. Ну и, судя по всему, вот эта статья, она, ну, как какая-то страшилка одной из сторон, для того, чтобы все подвести, что, в общем-то, образ врага в наличии. Вот. Но я думаю, американцев какой-нибудь Fox News что-то подобное публикует про Россию. И, ну, это обычная рекламная кампания какого-то действия, под которой нужно подвести определенную доказательную базу, что ужас, посмотрите, что они делают и так далее. Так, ну и вот следующий материал, вот мне прислали какую-то статью, это, по-моему, западного ресурса, если не ошибаюсь, это, по-моему, перевод. Вот, смысл этой статьи заключается в том, что вернется ли инфляция после пандемии. Есть определенный расчет, который связан с тем, что в 2021 году пандемия, ну на самом деле, наверное, все-таки это эпидемия, не пандемия, она завершится. И вот возникает вопрос, что будет с инфляцией. Потому как западному миру инфляция крайне необходима для того, чтобы восстановиться, поскольку на нее завязан экономический рост. Ну и по сути смысл данной публикации заключается в том, что никакого взрывного роста инфляции не будет. Произойдет постепенный возврат инфляции к нормальной. И текущая ситуация, она, несмотря на то, что произведено достаточно большое количество денег в виде различных инструментов, приведет к тому, что экономика стабилизируется и все вернется на круги своя. Ничего страшного, ничего ужасного не произойдет. Если рассматривать исторический опыт, связанный с пандемиями, ну или с эпидемиями, которые протекали в западном мире на протяжении столетий, то здесь следует закономерность, которая заключается в том, что по факту завершения пандемии происходил взрывной рост инфляции. То есть, по факту того, как завершались эпидемии, будь то испанки в 1918-1920 году, будь то исторические эпидемии чумы, которые посещали Европу, как только завершалась эпидемия, сразу вспыхивала инфляция и происходил взрывной рост цен. Вот такую закономерность установили британские экономисты и ученые. Ну, как известно, они периодически делают из мухи слона. Тем не менее, здесь возникает риск, который связан с тем, что по факту завершения эпидемии, когда начинает работать экономика, требуются услуги, товары, их производится в первый момент меньше, при этом денежная масса, она сохраняется на определенном уровне. И здесь, ну, исходя из того, что может возникнуть процесс, который как раз и приведет к тому, что начнется повальный и очень значительный рост цен. Скорее всего, этот процесс будет связан с падением фондовых рынков, рынков деривативов. Соответственно, как только такое произойдет, наиболее вероятно мы получим рост цен и в реальности. Это будет связано с оттоком денежных средств финансовых фондовых рынков и тем, что эти деньги начнут возвращаться в реальную экономику. Итак, мнения здесь разделяются. Первое мнение заключается в том, что современный мир, он изменился, он не такой, какой был на протяжении столетий, и в результате воздействия центробанков и финансовых властей никакого взрыва инфляции, галопирующей гиперинфляции не произойдет. И есть и другая точка зрения, которая связана с анализом исторического опыта, и исходя из этой точки зрения, по факту завершения эпидемии, есть многочисленные наблюдения по предыдущим эпидемиям, их завершением происходил взрывной рост инфляции на уровне галопирующей, то есть 20% в год, а то и гиперинфляции, которая исчисляется сотнями процентов в год. Я хотел бы обобщить эти две точки зрения, что действительно наиболее вероятный сценарий, что сработает здравый смысл, управляемость процессов и действительно никакой галопирующей инфляции, гиперинфляции не будет.
Однако мы с вами наблюдали в марте, когда произошел кризис ликвидности и рынки рухнули. Соответственно, я не исключаю, что возникнет аналогичный черный лебедь, который приведет к обвалу фондовых и финансовых рынков, и в результате этого процесса на выходе мы действительно можем получить галопирующую инфляцию во всем мире или даже гиперинфляцию. По моему мнению, по моей прикидке, вообще может произойти двойное дно в апреле 2021 года, я об этом говорил ранее. Несколько факторов сходятся воедино. Это, конечно, не значит, что в апреле мы упадем, может не упадем. Вот. Если в апреле все нормально пройдет, никаких нюансов, сбоев не будет в американской мировой экономике, то тогда, скорее всего, этот процесс, связанный с дестабилизацией ситуации, он либо не произойдет вообще и не будет W-образного восстановления, либо он отложится на 2022 год. Тогда и посмотрим, что будет в апреле 2021 года. Все, друзья, спасибо за внимание.